Привет, друзья! Краткие вечерние новости Европы и Германии. Кто не видел дневные новости сегодня, посмотрите также несколько предыдущих видео. В Германии усиливаются споры и не только в политике. Все чаще звучит имя Ангелы Меркель, немцы вспоминают ее стиль управления и сравнивают с нынешним канцлером Фридрихом Мерцем. Новое исследование показывает, почти половина считает, что с Мерцем дела идут хуже. Что же происходит в Союзе и почему все больше голосов за возврат к центру? Тем временем экономика подает настораживающие сигналы, немецкие предприятия теряют позиции и все больше компаний сообщают о снижении конкурентоспособности. А на рынке труда новая тенденция: сотрудники остаются на рабочих местах, но внутренне увольняются. Мотивации нет, перспектив тоже. При этом малый бизнес испытывает давление из-за инфляции, бюрократии и нехватки работников. Эксперты прогнозируют, что при сохранении тенденции может увеличиться количество закрытий. Но есть и другая сторона Германии. Во Франкфурте появился трамвай под названием «Дружба», символ партнерства с украинским Львовом. Знак того, что несмотря на трудности, связи о сотрудничестве остаются. Про все эти последние новости часа расскажу буквально за пару минут. Итак, в Германии новое исследование показало, значительная часть населения считает, что партия «Союз» ХДС-ХСС должна вернуться к стилю управления бывшего канцлера Ангелы Меркель. Опрос института Форса показал, что более трети опрошенных положительно оценивают идею учиться у Меркель. Сравнение работы нынешнего канцлера Фридриха Мерца и Ангелы Меркель дает заметное различие. Внимание! 42% немцев считают, что Мерц управляет хуже, 12% лучше, а 42% не увидели разницы. Среди сторонников Союза ХДС-ХСС лишь 24% считают Мерца успешнее, 21% наоборот. Исследование также показывает, если Союз ХДС-ХСС займет более умеренную, такую среднюю позицию в политике, партия может получить дополнительный политический потенциал. По подсчету экспертов, это даст прирост поддержки примерно на 8% пункта и выведет Союз ХДС-ХСС на уровень примерно 32% голосов. Растущее недовольство работы Мерца и ностальгия по стабилизации в стиле Меркель ставят перед ХДС-ХСС серьезный выбор: вернуться к центристской политике или рисковать дальнейшим падением популярности. Следующая новость одна из самых важных для экономики Германии. Немецкая промышленность столкнулась с тревожным сигналом. По данным Института экономических исследований ИФА, компании Германии оценивают свою конкурентоспособность хуже, чем когда-либо прежде. Почти 37% предприятий заявили, что им становится все труднее конкурировать с фирмами за пределами Европейского Союза. Еще летом, напомню, таких было меньше 25%. Даже на рынке внутри Европы ситуация ухудшается. Все больше немецких компаний признают, что теряют позиции по сравнению с соседями по Европейскому Союзу. Руководитель исследований института Клаус Валерабия отметил, Германия достигла самого низкого уровня за последние годы в оценке своей промышленной силы. Причины известны давно: слишком дорогая энергия, чрезмерная бюрократия, стареющая инфраструктура и нехватка квалифицированных специалистов. Особенно тяжело приходится химическим предприятиям, производителям электроники и машиностроителям. Эти отрасли первыми ощущают, как Германия теряет конкурентное преимущество. Эксперты отмечают, без проведения реформ страна может постепенно потерять позиции в технологиях и качестве жизни. Следующая новость связана с обсуждением миграционного курса канцлера Фридриха Мерца. Сегодня в Германии вновь звучит тема экстренного приема людей из Афганистана. Один рейс с гражданами Афганистана, получившими разрешение на въезд, прибыл в город Ганновер. Это уже пятый, напомню, подобный случай с момента смены правительства в Берлине. Пассажиры вылетели из столицы Пакистана Исламабада через Стамбул. Напомню, всего в Пакистане ждут своей очереди на переезд в Германию около 1900 афганцев. Изначально они получили разрешение в рамках немецких программ для особенно уязвимых людей из Афганистана, включая бывших сотрудников немецких учреждений, правозащитников и журналистов, находящихся в сложной ситуации в своей стране. Однако после выбора коалиции Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии приостановили эти программы. Несмотря на это, немецкие суды обязывают власти выдать визы некоторым заявителям, что и позволяет таким рейсам совершаться. Сегодня немецкое правительство Фридриха Мерца предлагает некоторым кандидатам
даже выплаты, если они откажутся от переезда. Это предложение вызывает споры. Люди, которые сотрудничали с Германией, считают такие выплаты неуважением к их вкладу. Немецкая политика по приему афганцев остается все-таки сложной. С одной стороны, обязательства перед теми, кому было обещано убежище, с другой – курс на ограничение программы и финансирования. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии фиксируется новая тенденция на рынке труда. Внимание! По данным института ИФА, 68% сотрудников задумываются о смене работы. Многие из них остаются формально на месте, но теряют эту вовлеченность. Главная причина – это перегрузка на работе, уменьшение рабочих команд, задачи на износ и заработная плата, которая все меньше покрывает растущие расходы на жизнь. Это явление называется внутренним увольнением, когда человек остается физически на рабочем месте, но уже не вкладывается в результат, не ищет того развития и не видит никаких перспектив. Работает, скажем так, в холостую. Последствия серьезны. Компания теряет мотивационных сотрудников, что может привести к снижению производительности, росту, конечно же, ошибок и росту текучести кадров. Это серьезный сигнал не только для бизнеса, но и для экономики страны. В Германии наступает момент истины. Работодатели и менеджмент должны не просто удерживать сотрудников, но восстанавливать свое доверие, давать смысл и перспективу. Только так можно справиться с распространенным профессиональным выгоранием сотрудников и вернуть им чувство значимости. И это только начало. Малый бизнес в Германии сталкивается с заметными также трудностями. По данным исследования, внимание, около 44% владельцев малых предприятий испытывают высокий уровень стресса из-за финансовых и организационных проблем. Эксперты отмечают, что рост цен на энергию, инфляция и сокращение покупательской способности заставляют многих предпринимателей экономить на всем, даже на зарплатах своих сотрудников, о чем я вам говорил. Возможной проблемой становится нехватка персонала. Итак, 38% компаний признают, что им сложно найти квалифицированных работников. Многие владельцы отмечают, что экономическая ситуация вынуждает их сокращать расходы, отказываясь от долгосрочных инвестиций в развитие. По прогнозам, в 2025 году около 15% малых предприятий могут прекратить свою деятельность, если текущие тенденции сохранятся. Экономисты подчеркивают, что для выживания необходима поддержка даже государства и адаптация к новым условиям рынка, включая цифровизацию процессов и оптимизацию затрат. Ситуация в малом бизнесе становится показательна для всей экономики Германии. Если не предпринять сегодня эти меры, последствия могут затронуть занятость и всю социальную устойчивость в стране. А дальше еще интереснее. В городе Франкфурт на Майне в Германии запустили новый трамвай под названием «Дружба», который символизирует партнерство с городом Львов, Украина. Этот трамвай украшен элементами обоих городов и ежедневно курсирует по улицам Франкфурта, показывая важность международного сотрудничества на городском уровне. Бургомистр Франкфурта Майк Йозеф подчеркнул, что транспортное средство – это не просто способ перемещения, а символ дружбы и взаимопомощи. С его помощью город демонстрирует готовность поддержать друг друга, укрепляет культурные и социальные связи и воплощает партнерство в региональных проектах, доступных каждому жителю и гостю города. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.